Всем привет, с вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. И прямо сейчас мы делаем то, о чем меня просили десятки, а то и сотни раз. Мы проведем жесткий, но красивый эксперимент. Мы устроим настоящий апокалипсис для микробов. Посмотрим, справится ли спиртовой прополис с целой вселенной, которая живет в одной капле воды из ближайшей лужи. Убийца микробов или просто мифическое средство? Все узнаем под микроскопом. Но перед тем, как мы начнем, очень важное предупреждение. Я не врач, не биолог, не экстрасенс. Я просто парень с микроскопом и здоровым любопытством. Все, что вы увидите, это эксперимент ради науки и нашего любопытства. Это не руководство к лечению, не истина в последней инстанции и не повод пить прополис литрами. Если у вас что-то болит, ваш путь лежит к врачу, а не на YouTube в поисках совета про куркуму, соду или прополис. Запомнили? Отлично, идем дальше. Итак, у нас два главных героя. Герой номер один, вот он. Спиртовой раствор прополиса. Темный, пахучий и загадочный. Герой номер два – это целый микромир. Я специально набрал воду, где кипит жизнь, чтобы искупать микробов в прополисе. Напишите в комментариях, в чем еще искупать микробов. Я читаю все ваши комментарии. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особенно колокольчик. Иначе YouTube может не показать вам новое видео, когда мы, например, устроим битву плесени и антибиотика. Для начала я вам хочу показать чистый прополис под микроскопом. Смотрите, выглядит как прозрачная жидкость. Почти как простая вода из-под крана. Ничего особенного, за исключением небольшого количества мелких частичек. Сам по себе он спокойный и безобидный. А теперь посмотрите, что происходит, когда прополис пытается проникнуть в каплю с микробами. Между ними огромный невидимый барьер, как стена. Это поверхностное натяжение воды пока что защищает микромир от смертельного вторжения. Но что если эту стену разрушить? И вот она, начинается. Смотрите, как появляется черная тьма. Настоящий ураган. Знаете, как буря в пустыне. Только здесь вместо песка частицы прополиса, которые несут смертельную опасность всем, кто окажется на их пути. А теперь гляньте сюда. Я просто капнул прополис сверху в каплю воды, и только посмотрите на эту красоту. Как будто языки пламени, как солнечные протуберанцы, устремляются в космос. Оказывается, прополис это не только антисептик, но и смертоносная красота, перед которой не устоит ни один житель нашего микромира. А вот и они, наши маленькие жители, всего в одной капле воды. Настоящий мегаполис, разных размеров, от невидимых глазу малышей до гигантов микромира инфузорий. Вы только посмотрите, как грациозно вращаются эти две инфузории вокруг друг друга. Разве это не чудо природы? А этот жгутиковый малютка, взгляните на разницу в размерах с этой гигантской инфузорией. Она колоссальная. А тут еще мельче. Бактерии, микробы, все живые, все бодрые. Жизнь здесь невероятно разнообразна. И, наконец, королева этого выпуска – амеба. Мне редко попадаются такие крупные экземпляры, а если быть точнее, то впервые она мне попалась. Вы только гляньте, как она передвигается, грациозно, не торопясь, будто никуда не спешит. А стоило бы, потому что скоро на нее обрушится ураган из прополиса. Кстати, если вы еще не подписаны, самое время. Жмите подписаться, чтобы увидеть больше таких уникальных существ. А это что такое? Прямо целый дом, кишащий инфузориями. Давайте увеличим. Смотрите, как они плотно живут друг с другом. Но в этом доме живут не только они. Здесь и бактерии, и цианобактерии, и диатомы, и водоросли. В этом крошечном пространстве целая экосистема. Ну что, пришло время. Мы здесь ради главного, чтобы увидеть, как прополис будет влиять на этот мир. И первая под удар попала наша королева амеба. Увы, ее скорость не сравнить с другими обитателями. Ей остается только ждать. Сначала черная волна отступила, но следующая накрыла ее полностью. Ее мембрана не выдержала. Смотрите, как она начинает деформироваться, вдуваться в разных местах. Выглядит эпично. И в конце концов амеба погибла.
Рядом инфузория впала в панику, закрутилась еще быстрее. Помните, их было двое? Куда делась вторая, неизвестно. И буквально через минуту эта инфузория тоже погибла. Хотя прополис был лишь рядом. Видимо, летучие вещества сделали свое дело. Смотрите, цианобактерию буквально разорвало на мелкие частицы, как будто кто-то взял и разломал ее руками. Этот маленький жгутиконосец тоже не смог спастись. Представьте разлившуюся реку, которая сметает все на своем пути. Вот так и его накрыла эта черная река. А помните тот многоквартирный дом с инфузориями? Они пока не догадываются о надвигающейся буре. Но вот на горизонте появляется тьма, и они начинают в панике покидать убежище. Один даже вернулся, наверное, за документами, и успел сбежать. Вот она, жуткая красота апокалипсиса при увеличении 40 крат. Видите границу? Слева темные частицы воска и примеси. По центру хаотичное бурление. Вода и спирт смешиваются мгновенно, а смолы прополиса сворачиваются в эти яркие желтые шарики. И вот черная туча настигает беглецов. Смотрите, этот малютка остановился в порошке и погиб. А эта инфузория на полной скорости влетела в эту массу и лопнула. Ее внутренности вытекли наружу. Жестко, но это правда жизни, вернее смерти в микромире. Наш последний оплот – клочок чистой воды, куда сбежались все уцелевшие, гиганты инфузории и маленькие микробы. Прополис медленно, неумолимо зажимает их в кольцо. Начинается нечто необъяснимое. Они поодиночке врезаются в эту темную пучину, конечно же погибая. И вот остался последний герой – одинокая инфузория. Он сопротивлялся дольше всех, но его накрыла черная волна. Все. Тишина. Мы видим только неподвижные останки того, что еще несколько минут назад было бурлящим городом жизни. Так что же произошло? Почему не выжил никто? Дело в 3 компонентах прополиса. Первое – это спирт. Он сам по себе сильный дезинфектант, который разрушает белки, разрушая внешние оболочки микробов. Второе – биофлавоноиды и смолы. Это дубильные вещества. Они буквально смешивают белки микробных клеток, блокируя их ферменты и парализуя жизнедеятельность. И третье – эфирные масла и воск. Они создают эту самую взрывную, нерастворимую в воде среду, которая физически обволакивает и изолирует микробы, не давая им шанса. Вместе это тройной удар, с которым не смогла справиться ни одна из форм жизни в нашей капле. Прополис подтвердил свою репутацию мощного природного антисептика. Это был жесткий, но захватывающий эксперимент. Микромир прекрасен своей жизнью и своей гибели. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Не забудьте написать в комментариях, в чем еще искупать микробов. Обязательно пишите. Я все ваши предложения читаю и все мы испробуем. Если вы досмотрели до конца, вы круты. Ставьте лайки этому видео, чтобы YouTube показал его большему числу любопытных. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, потому что впереди нас ждут новые битвы. Плесень против уксуса, дрожжи против меда и многое другое. Не пропустите. С вами был Виктор, канал Под микроскопом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.